Всем привет! Сегодня мы снимаем вторую часть нашей серии видео подготовки стен и нанесения декоративной штукатурки. Прошлая серия мы стены отштукатурили, а сегодня мы продолжаем. После того, как штукатурка высохла, нам нужно ее счистить, лишние края, загрунтовать и зашпаклевать. Смотрим видео. Грунтовка. Грунт профи, торговая марка Effectum, глубокого проникновения. Грунтуем валиком, вот таким вот парад, видите, валик? Макаем валик в грунтовку. Лучше для этого использовать ванночку. Ванночка есть специальная такая для валиков, но у меня ванночки нет, сегодня не оказалось. Ну, я могу вот так обойтись. Наносим грунтовку на стену. Пока валик сырой, мы раскатываем его по стене. Как только валик высыхает, снова макаем в грунтовку и наносим на стену. Углы прорабатываем кисточкой, потому что валик туда не проходит. Все углы внутренние кистью. После того, как высохла грунтовка, стены мы будем шпаклевать. Вот такая шпаклевка у нас. Это тоже торговая марка Effectum. Шпаклевка акриловая, финиш. То есть это готовый раствор. Его не нужно разводить водой. Вы просто открываете ведро. Вот таким образом. И шпаклюете стены. То есть берем небольшой шпатель. Накладываем его на шпатель побольше, которым вы непосредственно уже шпаклюете. И шпаклевку на стену. То есть вот вы когда штукатурили, вы делали толстый слой и выравнивали, а сейчас вы накладываете тоненький слой финишный. Он укроет мелкие дефекты, царапинки какие-то, сделает стену более гладкой и менее впитывающей. Что нам нужно для декоративной штукатурки? Например, шелка, бархаты, караваджо, пески. То есть стена не должна сильно впитывать. Гипсовая шпаклевка, она впитывает очень хорошо. А вот как раз латексные и акриловые шпаклевки, они блокируют вот эту вот впитываемость и делают стену гладенькую. Делаем сейчас все те же самые движения, которые делали мы в первой серии, в первой части. То есть мы штукатурили шпателем, а сейчас мы шпаклевкой. Вот видите, как можно? В угол, например, шпатель не долазит. И вот так. Берем на палец и туда. Это такой, ну скажем, колхозный способ, но он работает. То есть мы заполняем угол полностью. И потом шпателечком вот этим большим поправляем. Вот так. Раз. То есть у вас нету пустот в углах, никаких там лысин. Точно так же у нас верхние части. То есть мы шпаклюем все в круговую, начиная от одного угла и потом в круговую, к этому же углу мы возвращаемся. Шпаклюем целиком все углы внутренние, наружные, стены, балки. Все, что нам нужно покрыть декоративной штукатуркой. Я хочу, кстати, заметить, что вот эту гипсовую смесь мы не шкурили. Мы шпателем счистили все острые края, ненужные части, загрунтовали и шпаклюем. Сама я ошкуривание не очень люблю, потому что это очень пыльная работа и такой раздражающий звук. Прямо невозможно слушать. Штукатурим первый слой, потом еще тоненький слой штукатурки, потом кельмой или шпателем сбиваем острые края какие-то там мешающие нам и шпаклюем после грунтовки. Вот таким вот образом. То есть углы, где вы можете делать большим шпателем, вы делаете большим шпателем. Если большим невозможно, то делаете маленьким. Вот таким вот образом происходит шпаклевание стен под тонкие покрытия. В разных случаях вот этих слоев шпаклевки может быть 2-3, смотря что вы потом собираетесь наносить. Например, если вы наносите шелк, тоненькое такое покрытие, да, то вы будете делать 2-3 слоя вот этой акриловой или латексной шпаклевки. Караваджо, например, это более фактурненький материал, то есть он такой плотненький, зернистенький, какие-то дефекты небольшие он скрывает, поэтому мы будем шпаклевать один слой. Далее мы его загрунтуем и будем наносить уже декоративную штукатурку непосредственно в следующей серии.
Продолжение следует. Следующая серия, она у нас будет более интересная. Мы будем наносить декоративную штукатурку. Обязательно видео смотрите, не пропускайте, чтобы эти две серии получились у вас не зря. Всем спасибо, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.